Всем привет! В этом видео продолжим собирать багги-рампу. Доделаем пневмоподвеску, установим комбинацию приборов и доработаем раму, чтобы она в реальной жизни могла переворачивать автомобили. Сначала доделаем пневмоподвеску. Ресивер взяли от КамАЗа, он нужен для аккумулирования сжатого воздуха в системе. Один из выходов заглушили, через него можно в дальнейшем сливать конденсат. Во второй выход вернем тройник с быстросъемами для пластиковых трубок. Сразу сделали хомуты для крепления ресивера. Сердцем всей пневмосистемы будет двухпоршневой компрессор, который качает 70 литров в минуту. Этого оказалось более чем достаточно на две подушки. Сразу его проверим, в комплекте шел такой переходник на прикуриватель. Резать ничего не пришлось, в комплекте был переходник на трубку. Также обязательным элементом в системе будет обратный клапан, чтобы воздух не давил обратно в компрессор. Блок клапанов будет двухконтурный, как раз на каждую подушку придется свой контур. После того, как все соединили и конечной точкой стал блок клапанов, проверили под давлением все соединения. Иногда работа в гараже сильно утомляет. Сборка всех этих автомобилей, велосипедов и прочего требует очень много сил, даже если процесс тебе нравится. Поэтому я периодически расслабляюсь в отличной игре Хроники Хаоса. Это онлайн-экшен RPG игра с огромным количеством контента, режимов и по-настоящему уникальных героев. Собери из них победоносную комбинацию для каждого сражения. Проходи сюжетную кампанию с уникальной историей, состоящую из 130 миссий. Исследуй подземелья и получи классные награды. Уничтожай боссов и зарабатывай золото. Любишь PvP? Пожалуйста, сражайся против других игроков, есть и такой режим. Мне лично нравится объединяться с друзьями в гильдию и биться плечом к плечу за топ в рейтинге, славу и крутые трофеи. Хроники Хаоса по праву легендарная игра, комьюнити которой уже перевалило за 4 миллиона человек. Все потому, что ее авторы умеют подогревать интерес к проекту. В Хрониках Хаоса каждую неделю проходят специальные события, регулярные обновления и распродажи. Например, прямо сейчас ты можешь забрать 62 изумруда, 30 тысяч золотых монет и команду из 5 топовых героев. Кто пятый, узнаешь после скачивания. Скорее сканируй QR-код на экране или скачивай игру по ссылке в описании. И начинай играть прямо сейчас. Увидимся в Хрониках Хаоса. Проверяли соединение мыльным раствором. Решили, что компрессор будет находиться над ресивером, ему там самое место. Шпильками прикрутить не получилось, оставили шпильки и закрепили компрессор с помощью пластины. Также на ресивере разместился блок клапанов. Вся установка будет находиться с правой стороны за ногами пассажира. Крепиться установка будет к полу через ранее сделанные хомуты. Далее подключили правую и левую подушки. Теперь можно набрать в ресивер давление и проверить. Управляться пневмосистема будет с помощью двух тумблеров, один на подъем, другой на спуск. Еще нужно будет подключить манометры, но это после установки приборной панели. Ее выпилили из листа, которым делали пол для багги. Пока не стали ее приваривать, перед этим нужно вырезать в ней отверстие для контрольно-измерительных приборов.
Большинство приборов было взято с УАЗа. Пока не вырезали отверстие под тахометр, так как не знали, какой поставить. Будем резать уже по месту. Наконец определился с тахометром, взял от 2106. Он как раз подходит по диаметру к УАЗовскому спидометру. Разместили все приборы на панели. Выглядит неплохо. Постарались разместить все так же, как и в игровой модели. Остается только все подключить. В основном у всех приборов 3 провода, плюс-минус и сигнальный к датчику. Также разместил на панели тумблеры управления пневмосистемой и двигателем. И еще поставил на панель большую красную кнопку для запуска двигателя. После подключения образовалась целая паутина проводов, скрутил все в жгут и разместил его за панелью. Манометры пришлось немного доработать, так как они не приспособлены к размещению их на панели. Приварил крышку к корпусу, чтобы она не слетала, и сделал скобу крепления. Подключаться они будут после клапанов на каждую подушку. С приборами пока что все. По ходу, может быть, еще добавим пару контрольных ламп и тумблеров. Теперь нужно сделать выхлоп. Он будет двойной и прямоточный. Для него в задней части выпилили 2 треугольных окна. Собирали прямоток по месту из трубодеталей на прихватке. Теперь нужно его вытащить и проварить все стыки. Вытаскивается он целиком, но для этого нужно поднять заднюю часть багги. Чтобы он не болтался, вторую точку крепления глушителя сделали на коробке передач. Теперь можно его проверить, а вместе с ним все приборы. Далее нужно сделать что-то с багги, чтобы он наконец стал переворачивать автомобили. Была мысль поставить меньшего диаметра передние колеса, так как из-за них автомобиль не залетает дальше, но даже 12 дюймов от оки будут торчать, и также пострадает внешний вид. Еще была идея сделать на передний сплиттер 2 съемные подставки, на которых в теории авто должно подлетать и перелетать через передние колеса. Но в ходе работы отказались от этой идеи, так как опять же страдает внешка. Решили пойти по самому сложному и, как по мне, самому правильному пути – это сделать верхнюю площадку сплиттера подъемной. Прежде чем резать сварочные швы, приварили к передней части в ряд 5 петель от железной двери. Теперь можно отрезать верхнюю часть. Работа, я вам скажу, та еще, так как пилить пришлось очень много, и некоторые сварочные швы были скрыты трубами. Наконец крышка поддалась и открылась.
Также придется полностью переварить нижнюю часть сплиттера, так как крышка держится на одной трубе и при ударе ее точно согнет. Для фиксирования крышки в определенном положении приварили к ней пару ушей, на них будут находиться стойки. Сделали их подвижными, при закрытии они будут складываться. Такой высоты будет достаточно, чтобы перелететь через колеса. Стойки будут стоять на специальных упорах и фиксироваться шплинтом. Можно будет в будущем сделать автоматическое поднятие, но пока идут испытания, будем поднимать вручную. Все, теперь можно прогревать двигатель и отправляться на тест опрокидывания. Чтобы было хоть какое-то сцепление, посыпали участок песком. Также привязали Аку, чтобы она не каталась по двору и ненароком не пробила забор. Это произошло. Багги все-таки может переворачивать автомобили, хоть и с небольшой доработкой. Немного не хватило скорости, нужно попробовать сделать это еще раз. Второй раз уже уверенней, но все равно не хватает зацепа колесам. Произошла небольшая поломка, рейка слетела со своего места. По факту всю рейку от смещения держит один хомут. Нужно приварить к ней несколько ушей и с помощью них прикрутить все к подрамнику. Пока поставили все на место и продолжили тест. Теперь хочу показать, как сие действо выглядит из кабины. Захватывает дух, когда над тобой пролетает полтонны. На этом, я думаю, удачный тест можно завершать. Багги смог перевернуть автомобиль, и делал это довольно-таки легко. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Сплиттер после испытаний чувствует себя хорошо, даже закрылся под своим весом без болгарки и кувалды, а значит, можно попробовать сделать его автоматическим. На обшивке багги есть небольшой шрам, который, я думаю, регенерирует с помощью ржавчины. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайки и комментировать, но если вы хотите помочь в продвижении ролика, репостните это видео, за это отдельное спасибо.